Всем привет! Вы на нашем канале «Мы в Испании». Мы по-прежнему находимся в Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика будет «Почему многие люди летом обожают уходить в горы». С вами, как обычно, Татьяна Алексей, и, как обычно, это канал «Мы в Испании». Итак, почему же многие люди летом обожают, просто обожают в Испании уходить в горы? Ну, в частности, в Испании. Мы же в Испании живем. На большей части Испании летом, особенно вот провинция Аликанте наша, то есть юг, юго-восток, юго-запад, побережье, это жарко, это пляж, это невыносимое количество туристов. В общем, ну, это жара во многих регионах сейчас стоит там 35, 36, 40. Это лето, кстати, очень жаркое, и оно побило многие рекорды. Сейчас на части Испании есть какие-то пожары. Это просто катастрофическая ситуация, и поэтому многие действительно, помимо того, что сейчас август, пора отпусков, то есть нужно куда-то ехать, но вот в этот момент многие, в том числе и местные люди, испанцы, выбирают поездку в горы с детьми, там люди старшего поколения. Очень многие уезжают в горы, и мы последовали этому же примеру. Мы находимся в горах, в замечательных, красивых Пиренеях. Насколько показала наша практика, в горы в Испании ходят разные возраста. От маленьких детей с родителями, дети в переносках даже, в таких рюкзачках, у родителей висят до 65+. Все выбирают разные маршруты. Я хочу сказать, что в Испании и в Андорре, то есть в самих Пиренеях, есть масса маршрутов, которые созданы специально муниципалитетами для семейного отдыха, для того, чтобы все проходили, как бы дети с малых лет учились ходить в горы. Они делают очень интересные маршруты, тропы. Они действительно такие с подъемом. В конце этого маршрута стоит какая-то мотивация, то есть какая-то мотивация что-то найти, что-то увидеть, что-то узнать. То есть здесь и какой-то момент обучения детей экологическим вопросам, там, показать, какая есть природа, кто живет на территории вот этого края, да, но и приучить к походам, к спорту, к здоровому образу жизни. Ну а для начала не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и поддержать нас комментарием. И, кстати, напишите, любите ли вы ходить в горы, и если любите, то в какие, потому что у нас даже уже разделяются какие-то мнения. Кто-то говорит, что там какие-то другие горы лучше, выше, круче, краше, а здесь вот Пиренеи — это просто холмы. Я полностью не согласна, я потом расскажу, почему, что говорят опытные альпинисты, которые ходят здесь в Пиренеях. Ну а пока причины, по которым мы, в принципе, тоже отправились в горы. И уже не первый год ходим по горам, но в этом году у нас просто прорыв с Алексеем, и мы делаем такие грандиозные шаги вперед. И мы много интересного узнаем. Но у нас, как у многих людей, ходящих в горы, есть на то свои причины. Вот посмотрите, как здесь красиво. Вот эти замечательные Пиренеи. Вчера вечером шел сильнейший ливень, практически ураган с грозой. Утром все развеялось, и стало так приятно, так хорошо, что все, конечно же, двинулись в горы. И велосипедисты, и байкеры, и пеший туризм, кто занимается хайкингом, там, трекингом. Все пошли в горы. Ну, а кто-то прямо в горы едет на велосипедах. Велоспорт — это лучшее место для тренировок, это горы. Тоже очень хорошая вещь, очень хорошо для здоровья и для энергии, хорошего настроения. Здесь действительно тренируются, у нас есть опыт, мы были на Канарах очень много, там очень много велосипедистов тренируются, ездят в горы. Еще один велосипедист поехал. Молодцы, сегодня прям тропа велосипедистов. Ну, а, кстати, я вот слова хочу привести. Мы тоже встречаем людей на тропах, когда вот идем в горушки, в горы, да, подъемы небольшие для себя, но для нас большие, но кто-то скажет, это небольшое, но для нас это уже успех и какой-то прорыв самим собой. Ну, мы никогда, например, с Алексеем не станем альпинистами, что уж там скрывать, да, вот, но, тем не менее, люди, которые здесь уже такие, не знаю, да, люди, которые идут уже с экипировкой такой, высоко-высоко куда-то, вот,
ну, совсем в горы, да, то есть в касках, там, с рюкзаками, с веревками, они говорят, да не важно, куда вы дойдете, важно, что вы двигаетесь. Вы встали, подняли попу с дивана, вы не залипаете в интернете, в телефоне. И, кстати, это тоже очень важно. Это движущая сила многих людей, которые идут в горы. А неважно, какие горы. И вот альпинисты, которые нам встречались, они говорят, неважно, куда вы придете, важно, что вы встали и вы идете. И вы идете, вы двигаетесь, вы работаете. Это для вас это уже. То есть вы остаетесь молодыми. Вы движетесь, значит, вы молоды. Вот это вот самое главное. Отбросить таблетки и пойти немножко в горы. То есть вот такие причины. Причина здоровья, причина общения, социальная. Причина общаться с себе подобными, как бы единомышленниками в своей социальной группе, теми, кто любит горы, кто ходит в походы. И еще одна причина, наверное, у многих испанцев – это традиции семейные. Потому что если кто-то ходил из мам, пап, то ходят уже следующее поколение. И мы реально видим, что здесь ходят с маленькими детьми, совсем маленьких носят в рюкзачках, специальные такие рюкзаки туристические, и уже кто постарше ходит своими ножками, начиная с тех троп, которые создают, как я уже сказала, там вот страна, муниципалитет, я не знаю, то есть они вот создают такие тропы, специальные парки, где вся семья может потрудиться. То есть реально мы прошли по детской тропе, и у нас болели ноги. Это действительно, то есть с детства, когда ты приучаешь ребенка в таком возрасте, как у нас, то есть уже ходят, взлетают в горы легко. То есть это социальное, это традиции семейные, это не сидеть дома, это общаться, это путешествовать, это двигаться, это оздоравливаться. Вот какие-то такие тоже причины. Кстати, у вас какие причины встать с дивана и начать двигаться, заниматься спортом? Хотите вылечить какие-то болезни, похудеть или просто не болеть? Или общаться с себе подобными, с такими же туристами? Пишите, какие у вас причины двигаться, плавать, бегать, прыгать. Кстати, многие говорят, вот, что, да и сейчас, может быть, подумаете вы, что ну, возраст уже не тот, колени болят, там еще какие-то артроз, артрит, повышенный вес, сердце стучит, голова кружится. Но мы встречали в горах людей разных возрастов. Вот 65 плюс, даже некоторые тропы написано, что там и 65 плюс пройдут люди. Но мы встречали 82-летнего сеньора в горах, в Пиренеях. Вот достаточно, ну, нам было очень сложно идти, мы дошли, и он там, значит, наверху. И вот он ходит, он говорит, он, кстати, рассказал нам правильно, как, может быть, ходить, какие-то лайфхаки. Велосипедисты едут. Вообще шикарно. Вот и мужчины, и женщины, и тоже разных возрастов, разной подготовки. Но это вот больше спортсмены, конечно же. Да, вот Лёшин папа, наверное, подтвердит, это спортсмены, потому что он спортсмен, велосипедист и чемпион в прошлом. Поэтому мы о велоспорте знаем очень много, очень. Мы видели кубки его, там многочисленные награды, и знаем, что это очень большой труд, как самому выступать, так и тренировать спортсменов. Вот. Поэтому это очень уважительно для нас и очень тоже как-то значимо. Вот, а здесь очень много велосипедистов, спортсменов, поэтому нам приятно, мы смотрим тоже. Вот, но хочу сейчас вам рассказать про лайфхаки, которыми с нами поделились некоторые люди, которые уже давно-давно ходят, занимаются вот трекингом в горах. Ну, во-первых, они всегда говорят, что нужно научиться правильной поступе ноги, то есть правильно ходить, не спешить, идти с тем ритмом, с которым нужно. Но это вот все технически, я, наверное, не буду рассказывать, потому что это все-таки, если кто-то в первый раз соберется, берите специалиста как тренера, да, который вас научит ходить, будет вас сопровождать, что брать в рюкзачке, что брать с собой, как дышать и так далее. Потому что я не тренер, да, мы сами учимся у таких же тренеров, поэтому, наверное, тренер научит лучше. Вот. Но самое главное, что вот для себя я почерпнула, что выходить надо пораньше, то есть погода в горах, она может стремительно меняться. Мы сами были, нас сам застало вот это изменение погоды в Пиренеях неожиданно, когда мы попали один раз в туман. Это был даже не туман, а облако, которое стремительно на верхушку налетело, и мы дезориентированы были. Мы шли только на шум, на звон колокольчиков коров. То есть мы понимали, где вот звенит колокольчик. Я уже снимала в конце. Вначале это было просто у меня полная дезориентация. Ты не понимаешь, все белое вокруг, ты на вершине горы, не видно тропы. Вот только метр, наверное, перед ногами, интернета нет, ничего нет, средств связи нет, куда идти непонятно. И когда мы вот уже двинулись дальше, услышали звон колокольчиков коров, было понятно, что надо идти вот на колокольчики коров, а они уже нас вывели куда нужно.
В горах бывает, что во второй половине дня портится погода, причем стремительно и резко. Может быть просто вот облачно, может пойти сильный дождь, и даже вот здесь очень часто в горах гроза бывает, и это, конечно, уже опасно. Не ходить никогда по одному, лучше, конечно, в коллективе, это я тоже поняла. И лучше, когда уже минимум 3 человека, чтобы там, если что-то случилось, один идет на помощь, один остается с пострадавшим. Ну, не дай бог, конечно. Всегда нужно узнавать маршрут, где есть какие-то точки безопасности, связь какая-то. Ну, в общем, если собираешься идти куда-то вот по какой-то там отдаленной тропе и так далее, то лучше идти уже с человеком, который ходит, знает и не в одиночку. Нужно брать с собой обязательно легкий перекус. Это могут быть орешки, какие-то цукаты. Алексей на меня посмотрел. Орешки, цукаты, что-то легкое. Не наедаться перед походом очень плотно, потому что мы как-то наелись, я даже уже двигаться не могла. Брать обязательно водичку с собой, обязательно какие-то головные уборы, потому что в горах точно так же может солнышко напечь, наверное, да? Есть меньше хочется. Есть хочется меньше в горах, как будто бы метаболизм замедляется, то есть насыщение какое-то. Но опять может покруживаться голова, может быть какая-то одышка. Я считаю, что нужно учиться у тех людей, которые уже обучились этому, знают, и идти обязательно с проверенным кем-то. Ну а я в этом ролике не собиралась вас учить, как правильно ходить или как подготовить себя к каким-то походам. Моя цель была именно рассказать, почему люди в Испании, в частности, да, вот летом в отпуск уходят в горы, вместо того, чтобы жариться на пляже. Вот они преследуют вот эти цели именно: здоровье, общение, какие-то традиции сохраняют свои, детей учат, показывают, какая природа. И вообще, знаете, здесь легче дышится, лучше спится, здесь лучше как бы воздух, нет такой жары, нет такой духоты, влажности. И вот для меня, да, горы — это какой-то отдых в июле, в августе, где на побережье просто невозможно. Когда говорят, что это все ерунда, это люди, которые заинтересованы в чем-то, чтобы вы там вот сидели, или гиды, или риэлторы, они, может быть, будут говорить, что июль-август — это вот шикарно там просто. Для кого-то да, но многие люди не любят жары, вот как я, и любят все-таки больше свежую природу, зелень, воздух, и мы поэтому отправляемся в горы. Испания, она разнообразна, здесь нет не только жаркий климат, не только жаркие места, но есть прекрасные горы, и не только север, не только Астурия, которую распиарили все, очень много других мест, абсолютно много. Вот я вообще иногда убеждаюсь, что когда пиарят какое-то место, это люди либо вот они вот продают там что-то, либо втюхивают что-то, но вот они привлекают туда людей, других людей, что вот тут так классно, так хорошо. А в принципе, если распахнуть глаза, попутешествовать, очень много красивых мест. Есть прекрасные Альпы, мы там бывали, есть много-много красивых мест, есть Финляндия с красивой природой, с такой же, летом просто шикарно там. И вот в частности у нас вот здесь вот в Испании есть Пиренеи, и Андорра — это тоже Пиренеи, если уж так. Поэтому мы, конечно же, занимаемся сейчас вот походами. Сейчас идем в очередной поход. И просто сказать, что Испания, она разнообразна. Есть горы, есть прекрасные, красивые места. И это нужно людям для того, чтобы чувствовать себя более бодрым, наверное. Не сидеть у компьютера, не залипать в интернете, не зависеть от таблеток, а как-то двигаться и общаться. Вот. Ну, а еще раз повторю слова, уже грамотные альпинисты, опытные альпинисты такие, они говорят, неважно, куда, на какую высоту вы подниметесь, сколько метров вы пройдете, важно, что вы двигаетесь, важно, что вы шевелитесь, важно, что вы не прилипли попой к дивану. И это самое-самое важное. А вот уже кайфушка в том, когда ты ходишь, собираешь свой рюкзачок, готовишься там пойти куда-то, прошел, устал, идешь, язык на плечо, спустился и гордишься сам собой внутри себя. Классно, я вот это делаю. И неважно, в каком возрасте начинать ходить, можно ходить просто по ровной местности, как говорит один врач, просто вот с километр за километром, просто по ровной площадке идти, смотреть, гулять
и вот быть здоровым. Так что я вам желаю активности летней, не залипайте у телефонов. Я вам желаю увидеть что-то интересное в это лето. Если остались еще какие-то дни отпуска, отдыхайте с интересом, активно. И всем удачи, добра, хорошего настроения, здоровья. Всем пока-пока. Увидимся вновь на нашем канале. Чао.